И всем, друзья, привет! Всем доброе утречко. У нас настало доброе утро. Сегодня суббота, и прям лежу, понимаю, что не надо никуда идти, ни в садик. Руслан встал, готовит кофе. В общем, доброе всем утро, друзья. И первое, то, что я всегда вижу, это горы и звуки пения птиц, пения петухов, и это прям настолько радует. И, друзья, сходили мы, искупались в бассейн. Короче, сегодня суббота, и пришла посылочка, она уже пришла вчера, но я, как всегда, оставила ее вместе с вами открыть, потому что, ну, хочется делиться своими эмоциями и вообще, что же я заказала. Ну, как всегда, я заказала Атоми. Это мой любимый, мои любимые продукты. Вот, пробую все потихоньку. Заменяю все, что у меня дома, на эти продукты. И это более экономный вариант, чем покупать в магазине. Почему? Потому что, ну, либо в аптеках БАДы покупать. Почему? Потому что именно в Атоме по количеству и концентрации намного больше вот в одной коробочке какого-то средства намного больше концентрации и количества, нежели то, что мы покупаем в аптеках. Смотрите, вот так вот упаковывают. И недавно была акция, когда заказываешь, в общем, зубные пасты с прополисом, вот такие вот, они большие, 5 штук по 200. Решила я, короче, большие заказать в этот раз. Короче, когда заказываете вот такие вот большие, вам приходит вот такая коробочка, здесь 4 штуки, такие же зубные пасты, но они, получается, поменьше, они 50 идут грамм, а здесь идут 200 грамм. То есть в одной 200 грамм, здесь 5 штук. Заказываете такие. И мне пришло, в общем, вот такая вот коробочка, 4 штуки по 50. Все равно очень приятно. И такие акции очень часто, то есть вот эта коробочка бесплатная, очень часто такие акции проходят. И даже вот если подарить кому-то, да, ну это вообще такой прикольный подарок, потому что качество идеальное. И вот этой вот пасты хватает буквально чуть-чуть, чтобы прям хорошо почистить зубы. Она еще с прополисом, имеет сертификацию халяль, то есть все продукты от Атоми имеют сертификаты GMP, халяль, еще какой-то сертификат, кошерский, что ли, называется. Ну, в общем, куча сертификатов. Но самый главный сертификат – это то, что я попробовала, и мне действительно очень сильно понравилось. Вот, что же я заказала? В общем, я заказала вот такую вот, да, большую упаковку, наконец-то, потому что у нас зубная паста просто улетает. И она еще не как зубная паста, она еще и как, вот знаете, если комар укусил, можно помазать, или вот на губе что-то там, я не знаю, герпес, может быть, там что-то вот бывает у людей, и для этого подходит. В общем, там очень много вариантов, для чего его можно использовать. Вот, также я заказала наконец-то витамин С, как раз мы сейчас пропиваем пробиотики, вот, их заканчиваем пить и начинаем витамин С. Всей семьей. Почему всей семьей? Потому что вот в таких больших упаковках идет сразу 90 штук, ну и это мне на одну, ну, то есть на меня только это будет много. То есть получается на всю семью, так как детям дают обычно полстика. А здесь, кстати, так же, как и пребиотики, они идут в стиках. Детям можно давать уже по полстику, а взрослые могут пить 1 стик. У кого там всякие аллергические реакции, с водой разводить в стакане воды. А у кого нету, в принципе, прям как я обычно, как мы пребиотик пьем прям со стика, так и можно тоже пить. Смотрите, полная упаковка. Вот сколько витамина С. Зная, что кто пребывает на солнце, обязательно нужно пить витамин С. Витамин С очень полезен, как бы, и вообще мы раньше всегда покупали витамин С, особенно муж у меня всегда старался покупать витамин С, но он покупал в таком тюбике в аптеке, а там обычно в составе только аскорбиновая кислота. Вот витамин С, если так по-настоящему почитать, он состоит из 7 изомеров, и получается мы только один всегда покупали. Это аскорбиновая кислота получается. А сам витамин С из 7 изомеров состоит. И здесь это все есть. То есть, представляете, да,
концентрация какая, да, насыщенная, и по количеству сразу идет большое количество, потому что мы все привыкли 10 дней все пить, да, что и пробиотики тоже, пробиотиков 60 штук в комплекте, то есть в одной упаковке. И там же тоже пробиотики плюс пребиотики, то есть и питание. А обычно мы всегда покупаем 10 штук после антибиотикотерапии, и там чисто только бактерии. А мы не знаем, что нужно еще и питание для них. То есть пробиотики плюс пребиотики. То есть вот это все учитывается в атоме, поэтому именно в атоме очень, как сказать, полезно покупать. Потому что, ну, за нас уже все как бы продумано. Во-первых. Во-вторых, это реально действует. То есть если мы покупаем просто в аптеке, мы теряем деньги, потому что оно, по сути, даже и не действует, так как это, ну, не то. Это не полный комплект, который должен получать организм. Еще мы заказали зубные щетки от Atomy. У меня уже была такая пачка. Я говорила, что у нас есть проблема, что у нас зубные щетки разваливаются, и поэтому я запасаюсь сразу на всех, на всю семью. У меня и детские щетки есть. То есть я еще и щетки заказала. Щетки вообще обалденные, они покрыты даже ионом золота. Каждая щетинка покрыта напылением, это же вообще плюс огромный. То есть реально работают над качеством. При этом цена копейки. Сколько вот здесь? Вот 8 штук 900 рублей стоит. Одну зубную, хорошую, качественную зубную щетку, ну, на самом деле, покупаете, наверное, рублей за 100-150. А это прям из Южной Кореи, без посредников, без переплат. За доставку я не платила, то есть приносят здесь в Турции прям к дому. В России сейчас начала работать СДЭК, и вообще во всех странах уже есть Atomy. И во всех странах есть доставка, так что это вообще круто. И поэтому эти еще щетки, они, то, что вот золотом покрыты, они, получается, не притягивают бактерии. То есть они, можно сказать, самоочищаются. Так и написано. И щетинок, то есть вот в щетке вот этих вот волокон очень много. Тем самым, то есть когда вот чистишь, прям чувствуешь, что все зубы прям тщательно очищаются. Поэтому мне безумно нравится все это. Я делюсь этим. Как я и говорила, именно когда вы делитесь ценной информацией, в вашу жизнь приходит что-то ценное. Поэтому, друзья, я этим с вами делюсь. А кто хочет заказать, тоже, может быть, в Турции вы находитесь, может быть, тоже хотите пользоваться такой, может быть, вы тоже походили по магазинам и не можете себе что-то подобрать. Это вот корейский магазин прямо на сайте, в приложении, либо через компьютер. Заказывайте себе, указывайте свой адрес, ничего там особого не надо, но единственное, нужен пароль. Так как я партнер Atomy, я могу вам этот пароль дать. Вы мне скидываете данные, я вам пароль, ID, вы заходите и сами себе заказываете все, что нужно. Вот. Не я продаю вам, а вы сами себе заказываете. Так что пишите, друзья, обязательно оставляю внизу Telegram ссылку, Instagram. Пишите в личку мне, не стесняйтесь, я вам дам пароль, ID, и вы будете сами себе все это приобретать. Почему? Потому что это очень качественно, экономно и полезно для нашего здоровья. И, друзья, у нас настал новый день, и уже сегодня понедельник. Короче, не снимала видеоролики эти выходные, потому что у нас произошло ЧП. ЧП, как всегда, что может быть у семьи с 3 детьми? Это заболел ребенок. Вот. Поэтому все выходные, можно сказать, все, о чем мы мечтали, то есть хотели, мы не смогли осуществить. И у нас выходные все пролетели дома. Вот. И дочка заболела, у нее... Мы так и не поняли, то ли несварение, то ли что. В общем, вот в субботу я вам последний раз записала видео, да, вот в этом ролике. Думала, дальше продолжим, как мы там куда-то гулять ходим. Вот, и вообще на море планировали, и вообще много чего планировали, но не получилось. Начал просто болеть животик сначала. Ну, она, если честно, частенько такое бывает у нее, то есть то несварение, то что, то есть слабенький у нее организм. Вот, и она придирчива тоже к еде. Если ты ей даешь суп, она не любит такой суп. В общем, бывают такие дети. У нас вот двойняшки, один вот Алмаз кушает все подряд, еще может добавки попросить.
А Азалька наоборот, она ей только свой, но у алмаза есть, конечно, тоже свои предпочтения, да, но они разные вообще абсолютно, и вот это вот постоянно как бы, да. И что хочу сказать, съездили мы сегодня вот в больницу, потому что в субботу как бы это было, да, вот вечером началось, ее, короче, рвало целую ночь, потом на утро у нее температура была в воскресенье, я в воскресенье быстренько съездила по магазинам, пока как бы Руслан оставался. Не стала вас брать с собой, потому что вообще времени не было. Надо было на завтрак что-то такое нормальное, как бы, и хотела ее покормить. Но у нее была температура так вот небольшая, 37,9, 37,8. Честно, мы не поняли. То ли несварение, то ли и то, что мы в бассейн ходили, да, мы вот в субботу ходили в бассейн. Может быть, она воды с хлоркой вот этой вот наглоталась. Может быть, она, не знаю, что-то съела, хотя вроде мы... Ну, я ей как бы и суп приготовила, и гречку она поела. Вроде все как бы нормальная еда. В общем, вот такие вот выходные сегодня съездили, прописали нам таблетки, хотя мы в воскресенье ездили в дежурную аптеку, у меня муж купил там всякие. И мы, знаете, что узнали, что, оказывается, здесь нет полисорба. Он есть, он очень дорогой, но не во всех аптеках. Одна была аптека, работала здесь, в Селивке, вторая возле Хастене. Это очень далеко, и пришлось Руслану на велосипеде, электровелосипеде ездить туда. В воскресенье он съездил, говорит, полисорб 500 лир. Но мы вообще, короче, были в шоке и не стали покупать. Купили там 2 средства каких-то других, которые нам сказали купить. В общем, потратили лир 200 на все это, да. И сегодня я сходила в больницу и потратила 34 лиры, но это вместе с СГК. И прописали абсолютно другие лекарства. И то есть мы по ощущениям я все рассказала, что да как. И абсолютно другие направления. То есть вот самолечением заниматься действительно не надо. Вообще не надо было, конечно, ездить никуда ничего покупать. Ну ладно, как бы. Они стоят, мы не будем их трогать, эти таблетки. Будем пить только те, которые прописали Азальки. Вот. И нет полисорба, вот я еще хотела добавить, нет эргидрона. То есть, чтобы вот, так как у нее сейчас вот баланс, да, солевой нарушен, то что она очень много ее рвало, вот это все, поноса не было практически. Вот. И поэтому как бы обычно мы всегда полисорб делали у себя на родине, здесь как бы полисорба вообще нету. Там типа какой-то оксипашит, что ли, что такое, короче, есть, но его нет в аптеках. То есть он в Турции, как бы, вот по отзывам я смотрела, в Гугле читала все вот это, вот там как бы пишут русскоговорящие, что есть, как бы, да, но это вот в Алании, то есть там, где туристические районы. А здесь, ну, в принципе, здесь же тоже русскоговорящие, но вот в этих аптеках не было. И вообще, как бы, они здесь очень дорогие, такие вещи, к которым мы привыкли. И поэтому, если вы едете сюда, вы везите это все с собой. Вот. Всегда стараюсь вот такие вот моменты говорить сразу, да, вот эти вот все, я знаю, потому что вот сегодня буквально смотрела, меня смотрят вот русскоговорящая аудитория, да, ну то есть Россия именно, 48% смотрела, кстати, да. Сейчас затруднения с Ютубом в России, поэтому особо не... Ну, то есть там немножко на 10% упало. 48% было, сейчас 37% из России. И из Турции меня смотрят в основном 17%. Скорее всего, это русскоговорящие, которые переехали. Да? Ну, я знаю, что и турки, конечно, есть. Комментарии пишут. Вот. Но я стараюсь, да, всегда передать, чтобы услышали меня те, кто сюда едет. Вот. Так что берите эргидрон и полисорб, потому что он дешевле там, полисорб именно. Вот, и да, кстати, у кого плохо работает YouTube, пользуйтесь VPN. VPN я сама включаю, здесь вот в Турции заблокировали Instagram, и эта проблема была изначально в России, да, в России Instagram запрещен, теперь и здесь. Вот, можете почитать, там есть в интернете, почему заблокировали, буквально недавно это случилось. Я начала пользоваться VPN. Вот, и VPN я пользуюсь Turbo VPN или F3. F3 там трафик ограничен, 15 гигабайт вроде в месяц дается бесплатно. А Turbo VPN там даешь разрешение,
на отслеживание только вот, в принципе, и все. И ты смотришь рекламу, и поэтому бесплатно все. Вот, так что ищите выходы в любом случае, так просто не сидите, включайте VPN и смотрите. Пишите мне в Телеграме, если что, ссылочку скину. Ну или напишу, как называется этот, ну, чтобы вы его ввели в поиске, как его закачать, эти VPN. В общем, ну что, сходили, я говорю, вот купили за 34 лиры 2 препарата классных. Ощущение, что вообще сразу подействовало. Вот, купили айран. Азали обожает айран. Давно мы, кстати, айран не пьем. Айран стоит копейки, и вкусный он здесь. Сижу сейчас пью. Поэтому вот такой вот ролик получается в этот раз. Я как бы, ну как болталка. Вот, обещала я записать по поводу аренды, обязательно запишу вот в скором времени. Если Азальке станет хорошо, я ее в садик отдам, потому что с ребенком невозможно. Она вот последний, вот эти вот, сегодня, вчера, постоянно мама, и ночью мама, то есть не высыпаемся, это уж понятное дело. И ночью просыпается, как будто бы ее тошнит, то есть это страх остался, да, вот с субботы. Сегодня вот понедельник, тоже ночью просыпалась, мама, меня, похоже, тошнит. Я говорю, нет, это тебе кажется, все нормально. И засыпает, короче, вот так. Что хочу сказать? Ну, такая вот болталочка получилась в этот раз. Записываю всегда все, что вот я вам обещаю, я обычно записываю. Хочу записать по аренде, да, обязательно вот эти вот районы, потом хочу и Газипашу с Аланией рассмотреть. Вот, пишите еще, какие районы можно посмотреть, я обязательно сделаю видеоролик. Большой такой же, расширенный, то есть со всеми объяснениями, да. Вот, всегда стараюсь делать так. Последние ролики делала на море по поводу того, что у моря жить подорожало. Это именно вот по поводу района Ташуджу, что там аренда подорожала, да. Люди воспринимают всегда со своей колокольни. Кто-то пишет, что продукты дешевые, то дешево, это... Ролик конкретно был по поводу аренды в Ташуджу, да, то, что он дорогой. А люди всегда пишут, исходя из своих... Вот они считают, что здесь дорожает, они пишут. Дорожает. Они считают, что здесь дешево, да, там у них в голове сидит. В Турции дешево. Они пишут это, в Турции дешево продукты. То есть, по мне так, в Турции продукты тоже подорожали. Вот, но это 100%. Если даже зайти, вот у меня есть ролик буквально полгода назад продукты, и вот недавно снимала продукты. Но, естественно, там есть дорожание. Что уж тут этот... Может быть, для кого-то это просто недорого, даже учитывая, да. Вот, допустим, кто едет из Москвы, конечно же, там цены дороже. Вот если с наших регионов, да, с нашего района, с Татарстана, откуда мы едем, приехали, там дешевле. Но мясо 100% дешевле. То есть в любом случае в Турции сейчас, если сравнивать с ценами, на некоторые продукты тоже так же, примерно такая же цена. На некоторые продукты чуть-чуть дешевле. Вот яйца, допустим, дешевле. Мясо намного дороже, понятное дело, да, то есть, но в любом случае, если брать вот эти 2 года жизни, сколько мы здесь живем, однозначно подорожание есть, подорожание, но это не значит, что в Турции дорого, то есть, если ты зарабатываешь нормальные деньги, значит, как бы это для тебя недорого. Если ты же, конечно же, не зарабатываешь же здесь, либо там живешь там, или работаешь удаленно на небольшие какие-то там, на небольшую зарплату, да, конечно же, это дорого. Ну, то есть это всем по-разному, и не надо там спорить. Вот эти моменты вообще, конечно, меня. И еще вот на днях мне скидывали, продукты появились у нас в Татарстане из Турции, очень много, даже шоколад Улькер появился, так приятно прям вообще, не знаю, вот, видать, из Турции теперь везут в Россию продукты. Вот. Ну, прикольно, как бы, то, что люди могут себе позволить попробовать продукты из Турции. То есть, ну, здесь все равно и шоколад вкусный. Есть продукты, которые в России вкуснее, да, колбасы, например, да. Есть продукты здесь вкуснее, да, допустим, вот такие моменты есть, они всегда будут. Не бывает идеальной страны, не бывает только под вас страны. Мало того, что идеальной страны не бывает, у всех разные потребности, понимаете, то есть не надо в этом плане спорить, ссориться, там, ругаться. Я думаю, это вообще такая чушь, что-то накладывать свое, что-то там заставлять, убеждать кого-то. Это, во-первых, очень много энергии у вас отнимает, очень много времени отнимает, а это вам надо, у вас оно есть.
Нет, ну мне, конечно, хорошо, когда вы в комментарии пишете там, то есть это для канала хорошо, да. Но вот я такой человек, открыто все прямо говорю, как есть. Вот. И тем более, как я уже повторяюсь, наверное, многократно, мне ролики приносят сущие копейки. Один ролик может быть 15 рублей, вот если так считать. Особенно вот, ну, вот на этом канале, да. Поэтому я не рвусь особо. И даже то, что вот как бы, ну вот многие там переживают, вот, просмотры упали. Так упали они чисто из-за того, что, да, в России там, ну, многие не могут посмотреть YouTube, как бы, да, но российская аудитория, она не монетизирована, по сути, она так и так не монетизирована, поэтому от того, что просмотры падают, монетизация не падает. Но это что касается больших каналов, то есть, как бы, переживать им не стоит. А мне так подавно, я вообще, как бы, и так не получала ничего, и не буду, как бы, то есть, и нет разницы, да, сейчас как это будет. Вот, поэтому всякую чушь перестаньте писать, перестаньте переживать, что-то там ругаться между собой. Что хочу сказать по поводу, еще там было по поводу химии, то есть кто-то пишет в Турции химия, кто-то пишет в России химия. Друзья, химия, вот это вот, консерванты, они уже везде и во всех странах. Химии не будет у вас в огороде, вот в вашем личном огороде, вот в вашем личном, сделаете там вы натуральный йогурт сами дома, там в деревне или в домике, да, то есть если вы это умеете, да, вот там не будет химии, вот там будет мало химии, то есть качество хорошее, продукты здесь хорошие, слов нет, да, то есть можно найти продукт, но химия тоже есть, консерванты есть, но можно найти без консервантов, в магазинах еще есть такие продукты, то есть читать надо, смотреть состав обязательно. Ну вот, поэтому как бы болталка такая сегодня получилась. Сегодня я с дочкой дома, пьем айранчик. Сходили мы вчера в бассейн с сыном перед сном вечером. Вот. Ну, как-то так прошли выходные. Хочется на море. Смотрю аренду. Вот я уже как бы все равно поглядываю. Смотрю, чтобы как бы заранее, ну, вам рассказать обо всем, чтобы я как бы вам и показывала, и могла рассказать заранее. Изучаю рынок. Вот. Потом все вот как раз буду снимать, рассказывать по поводу аренды. Интересные моменты есть очень сильно так. Вот. В общем, такие дела. Кстати, хотела поделиться. Попробовала я витамин С. Короче, сначала попробовала я с водичкой, смешала. Ну, потому что девчонка одна сказала, говорит, я, говорит, так принимала. И, говорит, ну, лучше, говорит, мне, говорит, с водичкой. А мне вот лучше, короче, что я прямо стиком пью. Он такой вкусный, мне так понравился. И смотрите, целая куча витамина С, 90 штук. Я даю и мужу, и сама пью, и пробиотик тоже так же, и мужу даю, заставляю его пить. Вот, ну, потому что, как бы, чтобы не болеть, чтобы иммунитет, вот Азарька выздоровеет, ей тоже начну давать. Детям, кстати, всегда по полстика можно давать, все натуральное. В Атоме все, кстати, натуральное, без химозы. Вот, и что хочу сказать, очень вкусный витамин С, и я реально прям балдею от качества этой продукции, и недорого, вот реально недорого и экономичнее, чем в аптеках покупать. Почему? Потому что вот витамин С обычно в аптеке, да, как я и говорила, аскорбиновая кислота чисто продается. Это один изомер. А витамин С настоящий, он содержит 7 изомеров. И здесь вот именно в Атоме все 7 изомеров присутствуют. И они именно берутся из натуральных фруктов. То есть они находят именно, ученые находят именно создать такой состав натуральный, чтобы был, чтобы, ну, то есть они создают из натуральных фруктов это, короче. Представляете, да? И вот такие вот витамины в аптеках, я вам скажу, очень дорогие. А еще они берут всегда количеством. Атоме они всегда количеством делают. Чтобы, короче, ты взял коробку и всей семьей выпил. То есть это вот 90 штук. Я не знаю, насколько нам хватит. Это очень много. Мы всегда витамин С покупали шипучий, 10 штук в такой вот упаковке небольшой. И то это была аскорбиновая кислота, потому что я потом вот состав прочитала, когда я узнала. А узнала я все с Атоме. Я все узнаю с Атоме. Вот честно, да, век живи, век учись. Век учись, век живи. И дураком помрешь. Очень вкусный витамин.
Как можно так создавать? И кисленько, и вкусно. Такие вещи создают классные. Так что не зевайте, не прозевайте свое здоровье. Напишите мне, я партнер Атоми, я уже говорила. Я вам создам кабинет, дам ID, пароль. В России, кстати, появился СДЭК. С помощью СДЭКа теперь привозят до дома. Ну, как Озон, Wildberries, уж как всегда. Вот, а здесь прям до дома привозят. В Турции, кстати, да, из Турции тоже меня люди смотрят. Бесплатно привозят. Пишите мне, я вам объясню, как заказывать себе домой. Вот, это интернет-магазин корейской продукции из Южной Кореи напрямую, без посредников. Во всяких вот этих вот Озонах, Wildberries появились эти продукты, они там дороже идут. Вот, а некоторые вещи подделывают, уже подделки нашли. Так что реально продукт качественный, поэтому его и подделывать начали. Вот, так что, друзья, наверное, на этой прекрасной нотке буду заканчивать. Всем здоровья, всем счастья, не болейте, потому что болеть это плохо. Пусть ваши детки будут здоровыми, пусть они всегда вас радуют, радуйте друг друга. Всех вас люблю, целую, всем пока.